Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир по понедельникам, разговор о важном, о главном, я бы сказал, о миропорядке, Украине в этом миропорядке, ну и нас с вами, украинцах. Алексей Арестович на связи прямо сейчас. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо за то, что пользуетесь суперчатами, суперстикерами. В общем, поддерживайте каналы, подпишитесь, не забудьте. Сделайте это на канале Алексея Арестовича и на этом канале. QR-код, который вы видите возле Алексея, это его школа мышления и коммуникации. Присоединяйтесь. QR-код, который видите возле меня, возможность поучаствовать в эфире. Сессию вопросов и ответов начнем с вопросов по QR-коду. Потом закрытый клуб, телеграм-канал «Шелест», зрители, и сообщество YouTube. Ну и, конечно, включим чаты одного и второго каналов. Вот прям все вживую, прям все как есть. Начать наш разговор я бы хотел традиционно с опроса. На этот опрос лично меня натолкнуло внезапно, вот даже пишут многие, как черт из табакерки. Ну, как бы помолодевший достаточно, с новыми зубами, вышел Янукович. И начал рассказывать о том, что он вел страну в Европу, но, в общем, не в НАТО. А НАТО вообще приведет к гражданской войне, если эту тему прокачивать и, в общем, тянуть за шею Украину в НАТО. Так вот, опрос. При ком лично вам жилось лучше? Варианты ответов. При Зеленском, при Порошенко, при Януковиче, при Ющенко. Ну, вот так вот. Брали, так сказать, отматывая назад. Алексей Николаевич, позвольте с этого вопроса начать. Вам при ком лучше жилось? Екатерине Великой. Это была ваша прошлая или позапрошлая жизнь? Я не помню точно, но помню, что времена были золотые. В общем, не хотите вы как бы отмечать никого из президентов Украины? Ну тогда давайте начнем с того, от чего этот Янукович вышел с своими воспоминаниями. График появления Виктора Федоровича на экране – это одна из основных загадок современной, модерной украинской истории. Ну вот. Многие успели приписать это к саммиту, ряду заявлений Путина на саммите ШОС. Но мне кажется, это известной натяжкой. Потому что вряд ли Путину в его нынешнем положении нужно вдруг сигнал от Януковича, сигнал поддержки. Потому что если говорить речь об устройстве, планировании и реализации центрального сигнала российского, Путин сам по себе является ключевым голосом. И ему не нужен голоса спикера второго и третьего ряда для того, чтобы утвердить это дело. Поэтому могут быть какие-то внутренние кулуарные интриги там в украинской оппозиции, живущей в районе Рублевки. Какие-то внутренние споры, расклады и так далее. Нам мало понятно, я не берусь судить, но точно это не поддержка центрального сигнала Путина. Подобную интерпретацию может только перепуганное до смерти сознание, пропитанное украинской пропагандой, родить. Ну и оно и родило, собственно говоря. Вот наши аналитики большого ума мужчины и женщины, да, побежали в Янукович, значит, там россияне выпустили Януковича с белозубой улыбкой, чтобы он Путина поддержал перед лицом Моди и Си Цзиньпиня, а то бедный Путин там сыпался, а как только вышел Янукович, сразу все окрепло и пошло иначе. Я единственное, в чем не могу с вами согласиться, это в том, что, простите, пожалуйста, те слова, которые говорит Янукович про ЕС, про НАТО, про тот период, они нужны Украине и украинцам или нет? Да, они нужны Украине и украинцам и обращаются к Украине и украинцам, а вовсе не к Си Цзиньпиню и Моди. Потому что Моди, который внезапно узнает, что Янукович вел Украину в ЕС, а не НАТО, я думаю, конечно, не поспит ночей 5 подряд, но чудеса индийской медицины, аюрведы вернут ему душевное спокойствие. А вот Си Цзиньпинь, да, может и зашататься после таких слов, и может произойти внутрипартийный китайский переворот, безусловно. Ясно, что он обращался к Украине и к украинцам, причем какой-то конкретной их части и так далее. Но тут же тоже можно задать ряд вопросов. А как нас вел Виктор Федорович в Европу? Когда отказался подписывать ассоциацию с ЕС, это был шаг в Европу. То есть надо... У него были причины на это. Были причины, у него были теснейшие отношения с Европой, он действительно очень много сделал для евроинтеграции. На удивление, помните, какое удивление царило? Ну, вот вроде Донецкий такой, там, да, дважды судимый. Но он реально вел Украину в Европу и потом сделал этот финт. Хотя примирителями Майдана с властью были как раз и послы Европы.
И они договорились, что вот сейчас насилие прекращается, через 7 месяцев будут выборы. Янукович согласился на досрочные выборы. Ну, а дальше мы знаем, что было. Ну, дальше был Майдан, и вот буквально час назад похоронили, ну, отпели, да, отпели Да. и Порубия. Причем очень интересно так было обставлено действо. Львов, вот этот храм, на пороге там сцена, монитор, показывают там Томас, люди собираются, трансляция того, что внутри. В общем так, с помпой пышно проводили Порубия. Но тут Акция Европейской солидарности, которые из гибели своего товарища сделали, да. Такой постыдный спектакль, начиная с явки на место. Порошенко со скорбно вытянутым лицом, там, со свечечкой, да. Девочки в черненьком и прочее, прочее, и заканчивая вот этим всем действием. Ну, вот. Я отнюдь не симпатик Андрея Порубия и идей, которые он представлял, но вопрос, у меня такое ощущение, что, знаете, взяли и так жирно помазали, да, по могиле человека, его же товарищи из Европейской солидарности. так а кто убил Порубия? Нам целый день на брифинг там показывают, версии выдвигают, нашли какого-то 52-летнего жителя. В общем, какая-то странная версия о том, что его шантажировали русские, показать, где тело, или... Вот здесь я как раз, чем страннее версия, тем больше я склонен не так уж от нее шарахаться, скажем так. Если не верить, то не шарахаться. Почему? Потому что жизнь изобилует самыми странными составляющими и, этими самыми, и совпадениями, в том числе на голову не налазящими абсолютно. Поэтому, да, вполне может быть и так. То есть я не знаю, как оно на самом деле, но оснований не верить совсем уже этой версии у меня пока нет. Ну, русский след притянут за уши. Почему? Ну, опять-таки, ну это вообще какая-то дикая история. Причем там фигурировало, неважно, кого ты убьешь. О, я Порубия вижу часто, он ходит мимо меня. Вот давайте Порубия. Обязательно должен быть политик какой-нибудь. Ну, как-то так не действуют спецслужбы. Действует на самом деле. Действует по-всякому, по-разному. Смотрите, в мире спецслужб, например, британских и американских, давно является общим местом, что бывшие советские спецслужбы – асы лучшие в мире по агентурной работе. А Запад силен возможностями. Деньги, возможность выдать паспорт, убежище выдать, там что еще. Техника очень серьезно поставлена, техническая разведка. Но по агентуре они, безусловно, признают, да, преимущество бывших спецслужб Советского Союза. Советского Союза и бывшего Советского Союза. Это традиционно у нас так. Русская душевность очень много, большую роль в этом деле играет. И российские спецслужбы, внимание, действительно умеют перепиской по интернету подвербовывать людей, формировать им определенный взгляд на вещи и направлять на определенные ходы. Поэтому там есть чрезвычайно талантливые люди в этом отношении, специализирующие как раз на работе просто через телеграм-каналы. Это правда. Это, правда, не означает, что версия, которую нам показывает Нацполиция, действительно такая, но мы разделим, да, версия, которую транслирует Нацполиция, и действительность, которая имеет место быть с этим самым. Но то, что они великолепные агентурщики, и ни одного и ни два человека засылали. Помните, был период бомб вот этих вот подсунутых в военкоматы, там, подрывы полицейских, военных и так далее. Это же тоже делается просто по общениям по телеграм-каналу. Подумайте, какой класс работы должен быть, если чтобы вы поговорили с человеком, ну, месяц по телеграм-каналу, часто это гораздо быстрее. Он пошел там, взорвал что-то. Это нужно уметь. Они умеют. Они реально умеют. Поэтому как бы стержневая составляющая этой версии не содержит ничего странного для меня. Детали, такие, которые на голову не налазят, кажутся нелогичными, несостыковочными, да, можно каждый в отдельности подвергать сомнению. Можно даже предположить, что нам подсовывают версию, которая не соответствует действительности. Но она может не соответствовать действительности для того, чтобы скрыть действительность в интересах следствия, например. То есть по согласию эта версия там сформирована не сильно оковырно, в какие-то там они игры играют оперативные. Но то, что оставим, уберем детали, вот если оставить, что можно раскрутить человека за месяц там, на политическое убийство, а тем более за год, как они утверждают, там, или за больший срок, они это умеют, реально умеют.
Просто странно получается. Вообще, классика жанра. Ну, вот уже ставшая в последнее время такой очень пугающей там тенденцией. Портнов, там, да, вот этих 9 пуль или 8 пуль. Тоже мотоциклист, тоже подстерег. Дальше мы видим, вот, пожалуйста, Львов. Абсолютно не, как бы, небезопасное место в глубоком тылу. Вот, Фарион убили, Порубия убили. Ну, как-то вот напрашиваются какие-то выводы, а не одних и тех же ли рук это дело. Почерки похожи. Почерки похожи, да, это может быть криминальные разборки, в том числе как вторая версия. Как известно, благородное дело сыска учит нас рассматривать все возможные версии. Ты не можешь прийти к начальнику с одной версией и сказать, вот я только ее отрабатываю. Можешь назвать ее основной, но по идее следствие должно отрабатывать все версии, даже самые безумные. Уж как оно там отрабатывает, оно нам не скажет. Они назвали версию прикрытия или и версию, которую реально считают основной, но наверняка есть там 100% там есть криминальные разборки, разборки в среде, разборки политические и так далее. Мы пока не знаем, у нас нет никаких оснований, кроме сходства почерка, как говорить. Но сходство почерка, оно же рождается тоже не только потому, что одна и та же группировка, одни и те же планировщики планируют и выполняют. Сходство почерка появляется в конкретных условиях. Это условие, что перенасыщенность видеокамерами современного простора, там определенная оперативная обстановка на месте, там и так далее, там специфика жертвы, да, вот и прочее, прочее. Это 2 нападения на Портнова, на Фарион и на Порубия, 3 нападения человека, который ходил без охраны и не обладал специальной подготовкой, чтобы охранять или самого себя, крутить головой по сторонам там, и предпринимать некоторые меры защиты. Ну, лучший способ, и мы в данном случае, это не бомба, там не яд какой-нибудь, не так далее. А это, да, надежность исполнения под видеокамеру, чтобы сгорать. Это было видно заказчикам прежде всего. Э, Старая добрая стрельба из пистолета. Ну, вот и так далее. Поэтому был период, когда взрывные устройства закладывали в Украине. Помните, активно, все направо и налево. Ну, сейчас, видимо, в силу каких-то оперативных причин развития этой обстановки перешли к пистолетам в данных конкретных случаях. Можно долго спорить об этом, но это очень узкоспецифический разговор, поэтому не думаю, что нашим зрителям он будет настолько интересен. Тут интересен другой момент. Все-таки, если так суммировать Януковича, который вынырнул, Порубия, которого отпели, складывается впечатление, что что-то происходит сейчас с прошлым, майданным прошлым Украины. Вот Его, это другое дело. его То, что будут пересматривать. Янукович, который вышел в разговоре о Майдане после убийства Порубия, это куда более серьезная версия, чем Янукович, поддерживающий Путина на шаммите ШОС, который бедный не знает, что там делать. Смотрите, майданный проект мертв. Он мертв. Ему было ровно 10 лет в прошлом году, и он приказал долго жить. Случившиеся обстоятельства, война большая и так далее. Его нежизнеспособность, не для... он допустил войну, был одной из причин войн. Второе, он очень неумело его ведет, так что Украина заканчивается. Сегодня по количеству первоклашек, да, видно, что куда едет Украина демографически, это точка невозврата. Давно пройден. Катастрофа социальная, демографическая. И так или иначе этот проект должен быть пересмотрен. Я недавно, там, с месяцок назад написал соответствующий там пост на эту тему. Но пока нет альтернативы. Он как спрут засел в государственных органах, он возглавил пропаганду. И понимая, что у него нет будущего, что он уже как Гитлер в бункере, они усиливают давление на общество изо всех сил. Соответственно, возникает противодействие, оно неизбежно. Всегда кажется, что вот ухватил Бога за бороду, да, и все, и теперь ты всем управляешь. Но на Гитлера было несколько покушений при там идеальном работе гестапо внутри Германии и тоталитарном обществе и так далее. Поэтому да, в каком-то смысле эта логика пересмотра майданного проекта однозначно идет. Однозначно. Заметьте, вот по поводу смерти Порубия переполошилась, просто как под запись переполошилась вся эта постмайданная публика, которая там это все разделяет, это все одинаковыми трафаретными словами, одинаковые трафаретные слезы полили и так далее. Никто не говорит об ответственности Порубия. Я, кстати, знал Порубия хорошо лично. Несколько раз с ним встречался, разговаривал. Он в жизни был действительно обаятельным человеком. Очень легким, светлым, таким хорошим человеком.
Это лишний раз показывает, насколько причудлива реальная жизнь, потому что этот легкий, светлый человек, симпатичный, ответственен за войну и поломанные судьбы миллионов людей. Миллионов людей. Два наиболее острых действия – мовные законы, которые запустили Украину в 2019 году по пути систематического нарушения Конституции. До этого были протесты в парламенте, помните, боролись и так далее, и так далее. Это сейчас умолчать о том, что происходило в январе 2014 в парламенте. Не в январе, а чуть позже, когда, да, когда уже Янукович убежал. Там тоже было движение по языку, на которое остро Донбасс отреагировал. Вот, ну, допустим, берем только оформленные официально 2019 года законы. Это ступили на путь систематического уничтожения права в Украине. Раз. И систематического разделения людей на два сорта. Не как Конституция гарантирует, вне зависимости от национальности, вероисповедания, пола, языка и так далее, защиту всем одинаково, а поделили украинцев. Есть правильные украинцы, украиноязычные, и неправильные украинцы, все остальные, особенно русскоязычные. Русскоязычные – это вообще негодяи, подлецы, биологично смертя. Он запустил это. Потом было голосование в нарушение регламента в путь в ЕС, и НАТО в Конституцию вписать. Он был спикером, он в нарушение регламента много раз ставил этот закон на голосование, и он был принят к изменению в Конституции. И это сделало неизбежным большую войну. И все это лежит на нем, на этом легком, симпатичном и обаятельном человеке. Но они клянуться побратимами, посестрами, значить, що ми не здамо, що ми будемо протистояти, що кляте НКВС знищує там, да, українських героїв и так далее, и так далее. А я вам всегда хочу сказать, что у имен в этом мире есть, у логосов есть власть. И это высшая власть. Если вы играете в УНР Бандеру, Шухевича и Петлюру, вы закончите как УНР Бандера, Шухевич и Петлюра. Плохо закончите. Какие бы вы ни были симпатичные и обаятельные люди. Если мы попробуем глубже разобрать вот этот пересмотр Майдана, есть вообще очень дикие версии, ну как дикие, на первый взгляд они звучат дико, потому что они, ну вот простые, в лоб, что условно вот этой правой тусовки, ну их сейчас правая и левая сейчас все перепуталось, ну короче, националистической тусовки убийством Порубия показывают, чтобы никто никуда не рыпался в тот момент, когда Зеленский будет сдавать территории. Нет, это очень сложно. Смотрите, в жизни так не работает. Многоходовки, двухходовки, а здесь трехходовка. Никогда не работают. Работают, ну, максимум двухходовка, и то в политике это очень сложно, потому что ты не знаешь, кто воспользуется созданным первым ходом условием. А тут три условия. Первое, Зеленский должен сдавать территории. Второе, вы должны рыпнуться. А третье, мы вас пугаем, чтобы вы не рыпнулись. Так не работает. Наоборот, она будет, никто там не собирается сдаваться. Уж меньше всего собирался сдаваться Порубий. Потому что для него пересмотр этой истории личная, политическая, человеческая смерть, как бы, да, ну, что и произошло. Потому что, ну, он же как бы один из ведущих фигур Майдана, комендант самообороны, да, и так далее. Поэтому он архитектор всего этого проекта. Уже он-то точно не стал бы там ломаться, и не надо было пугать его смертью никого, что он бы стоял на нем до последнего. То есть, если бы он шатался, убегал, тогда да, я еще понимаю, но это точно не про него. У Герасимова странную карту увидели на выходных. Mm-hmm. Ну, а сегодня там в Госдуме Соболев там подтверждает, что да, мол, так и есть, такие у нас цели. Украина – обрубок, без выхода к Черному морю. Ну так, у Герасимова на карте и, в принципе, в Генштабе и написали. Что это за карта? Ведь когда, я помню, помните, дважды проявлялся Буданов с картой Российской Федерации. То есть, там журналисты увидели у него карту, а там Россия распанаханная на кучу частей, а потом спросили про эту карту. Ну, казалось, что это какая-то такая, ну, чисто по-украински такая игра, да? А тут Герасимов, Генштаб, причем на эту карту никто внимания не обращает, он подводит итоги летней кампании, в принципе, да, делает такую скучную, нудную работу. И тут все увидели случайно висящую карту. Что она может означать? Ну, вариантов всего два. Или они такие идиоты, что они не смотрят, на каком фоне выступает начальник генерального штаба собственного.
Либо они специально это сделали, это специальное информационное мероприятие. Давайте думать о людях хорошо, они сделали это специально. Потому что даже самые тупые люди, снимая кабинет начальника генерального штаба, должны сделать так, чтобы не попали средства связи туда, там, да, и так далее. Определенные нюансы в обстановке, там, завалявшийся секретный план на полу какой-то там или в мусорной корзине и так далее. И потом выходит с поддержкой представитель Госдумы, да, достаточно высокого ранга. Это точно сигнал, который потом поддержали центральным сигналом. Вот это закинуто на пробу, чтобы посмотреть, как будет реагировать российское общество, международное сообщество и украинское сообщество на это все. То есть это сигнал. Теперь смотрите, если брать реально вопрос угрозы Николаевской и Одесской области, то это предельно логично. Это земли имперского освоения. К классической Украине они не имеют, гетьманщине, они не имеют никакого отношения. Это была степь, где бегали татары. В свое время набеги из Крыма Потемкин это дело закрыл и сделал там свой великий цивилизационный эксперимент, который назывался Новороссия. Это земли имперского освоения, это земли великого имперского эксперимента. С их точки зрения, с российской, предельно логично их забрать. Заметьте, они не претендуют на землю старой гетьманщины вообще. Только земли имперского освоения, восток и юг. Если они бы не добежали, оставили только Херсонскую область за собой, то это бы выглядело как недоделанная история. И понадобилась бы вторая война для них, для того, чтобы решить эту задачу реально. А именно сделать Черное море русским морем, а Украину лишить, ослабить предельно, превратив ее в некую Боснию Герцеговину, которая лишена одной из ключевых своих позиций морского импорта, экспорта, вообще выхода к морю, влияния на Черноморский бассейн. Это предельно логичная цель, если расставить и рассуждать рационально. То, что эта цель стоит у них, я не сомневаюсь. Политическая воля Путина пока держится на ультиматуме июня 2024 года. В том смысле, что отдайте 4 области и Крым, и на этом стоп. Вероятность второй войны, даже если сейчас будет стоп, 99%. Потому что задача, стоящая перед Российской Федерацией по ликвидации враждебного ей образования Украина, как они считают, целиком продавшаяся НАТО и Западу и согласившаяся выступать в качестве прокси-силы, она должна быть стратегически переформатирована. Это переформатирование предполагает географическое переформатирование, то есть отрезание от моря, определенное, захват определенных, удержание определенных территорий. И третье – ликвидация, соответственно, этих территорий в составе Украины. И второе – это политическое переформатирование или геополитическое. Денацификация, демилитаризация, возвращение свободного обращения русского языка и церкви. Это их минимум, они от него не отступят. То, что к нему добавились области сегодня, это предельно логично. Скорее странно, что они раньше не добавились. Вот это вполне может быть служить как заявка, как поддержка Путина на саммите ШОС. Посмотреть, как отреагируют дорогие партнеры. Вот это да, это может быть. По поводу саммита ШОС и дорогих партнеров. Ну, тут можно рассматривать вообще с разных, вот есть там такая, как центр притяжения, да, и орбиты, да, и вот можно зайти на орбиту Китая посмотреть, зайти на орбиту Моди, Индия просто, как бы, 4 раза Трамп звонил, тот не брал трубку, представляете, уровень мировой политики. Можно посмотреть с российской стороны, но однозначно ли выглядит саммит ШОС, а там следом же дальше, мы понимаем, парад победы в Китае, грандиозный, как вызов Дональду Трампу и Западу в целом? Это, безусловно, вызов. Символически это очень сильный вызов. Но содержательно мы сейчас посмотрим. Почему символически предельно сильный? Потому что парады победы – это вообще не восточное дело. Китай берет западную традицию, перенимает и показывает, что тут, как бы, смотрите, ребята, у нас тоже есть своя победа и свой парад. Во-вторых, под саммит ШОС туда собрался глобальный юг, ключевые государства глобального юга. Там еще очень интересное плечо на Великий Туран, на Тюркский мир, мы об этом сейчас поговорим. Вот. И сближение Моди с Индией после введения санкций, вернее, с Китаем после введения санкций Трампом,
и призывом его, как пишет Аксиос сегодня, Европы ввести такие санкции. Это огромный жест, огромной символической силы. Надо помнить, что между Китаем и Индией традиционно плохие отношения. Они были хороши только при Мао Цзэдуне и Неру в свое время, какой-то короткий период. Это была концепция двух азиатских вершин, двух гор. Слон и дракон, как они говорили. Вот она возвращается. Что сказано? У нас совокупное население 3 миллиарда, Си Цзиньпин говорит. Мы две вершины. Вот, и мы две цивилизации, которые никогда не прерывались, в отличие от западных. Последние 3000, ну, они говорят 5000 лет. Мы куда более цивилизованы, чем Запад. Это набор символических заявлений такой высоты, что ни один западный политик не может теперь спать спокойно. Потому что это претензия на цивилизационную, как говорили в Украине, говорится, зверхность. Я одного знаю. Да, ну, да, Фицо. Фицо. да, да. Фицо может Это спать спокойно. птица может спать спокойно. Так вот, по-русски как зверхность будет? Превосходство, да, Да. цивилизационное. Это заявка на цивилизационное превосходство. Теперь мы переходим как бы от символического содержания к конкретному, да, к содержательному содержанию. Имеют ли они основания для такого превосходства? Конечно. Китайская экономика по многим параметрам уже очень далеко впереди американской. Точно никто сказать не может, но вторая экономика мира уже часто даже на Западе пишется в кавычках, потому что никто не знает, вдруг она уже давно первая. Причем это не просто по объемам, это по научным прорывам инженерным и социальным. Потому что новости из Китая о новинках все больше напоминают новости из будущего. Индия – это второй и очень серьезный фактор. Заметьте, что еще при Байдене, еще 7 ноября 2023 года, 24-го, да, когда в Израиле было нападение, я же перепутал эти года, Байден на саммите Большой Двадцатки в Дели произнес, что мы из Индии будем делать новый Китай для Запада, для противостояния с Китаем. Всего год или два, когда там было нападение, разумной стратегии, очень разумной стратегии Запада. И вот Путин, Моди и Си Цзиньпин синхронно размещают в Твиттере, будем называть его по-старому, чтобы не говорить Х или X, размещают комплементарные заявления о том, что мы все встретились. Является это союзом против Запада? Еще нет. Является ли это преодолением старых проблем, которые были между ними? Еще нет. И является ли это подготовкой коалиции для Третьей мировой войны? Нет. И является ли это тем, что они сейчас интенсивно начнут поддерживать друг друга политически, в военном отношении и так далее? Нет. Но они намеренно демонстрируют Запад, что такая перспектива более чем реальна в виде их дальнейших шагов. И если вы, дяди, будете и тети на нас давить, вы получите этот союз, пусть ситуативно. Если мерить стопроцентной линейкой, то я бы сказал, что сейчас 24-26% от этого союза, но он же имеет тенденцию как батарейка заряжаться. И если надо будет, они его зарядят. Противоречия совершенно реально, они еще не решены и так далее, но Запад толкает их к объединению. Сейчас у них есть символическое заявление. Если сложить заявление Си Цзиньпиня и Путина по результатам парада в Москве, парада Победы, а я внимательно читал все многочисленные, многостраничные документы совместно, то они там уже четко заявили, что у Китая и у России, они давно это заявляют, особое представление о демократии, правах человека, геополитике и так далее, и так далее. И они собираются придерживаться его, а не западной точки зрения на эти вопросы. Напомним, что после 1991 года первые 10 лет до сентября не было вообще альтернативы западной точки зрения. Он так победил, он так разгромил Советский Союз, он так приголубил Китай, что все стали говорить только на западном языке и дышать западными смыслами в большой политике. Сейчас они говорят: дулю вам, ребята, у нас свое понимание мира. То есть они заявляют онтологический иной мир. Напоминаю, что онтология – это раздел философии, который занимается тем, что в мире есть и чего нет. То есть это самый глубокий уровень, на котором можно сделать претензию. Они сделали претензию именно на этом уровне. Самое главное ключевое заявление – это оспаривание цивилизационного превосходства Запада. По сути, они говорят: вы глупые, у вас прерывистая история, вы делаете массу ошибок, вы ничего не понимаете, а мы, заметьте, уже 3000-5000 лет существуем, у нас все хорошо. И это объявление войны, символической войны, не содержать. И я могу вам сразу, забегая вперед, сказать, что Запад эту войну проиграет. Он уже ее проиграл. Почему?
Потому что Запад выродился. Ключевым признаком вырождения Запада является смена антропотипа. И смена антропотипа даже не у юношей с фиолетовыми волосами на самокатах, а у политиков западных, которые много бла-бла-бла, но когда во время операции против хуситов там падает второй истребитель за борт американского авианосца, и они прекращают эту операцию, это о многом говорит. Сравните с Путиным, который выдерживает спокойно гибель нескольких сотен военных каждый день. Спокойно не в человеческом смысле, спокойно в политическом, да, в военном отношении. В день у него гибнет несколько сотен человек, и он осуществляет это давление. Четвертый год скоро пойдет. Пятый уже скоро пойдет. Вот, пожалуйста. Вы можете представить, какие резервы человеческой мощности у Китая и Индии, где по 1,5 миллиарда человек населения. Западу конец, он не вытянет. Он потерял ориентирование, ориентацию, он потерял сам себя, он потерял способность принимать крайние решения и вообще участвовать в реальной борьбе цивилизационной. По крайней мере, это поколение политиков. Конечно, может там что-то случиться, неизвестно что, Дева Мария лично распахнет свои покрова, эти политики придут к власти, те, которые способны бороться, я не исключаю. Но давайте так, не Запад проиграл, а это поколение западного политика точно проиграло уже войну глобальному югу. Что такое глобальное управление, о котором говорит Си Цзиньпин? Ну, они с Путиным заявили ООН-центричный мир. Имея позиции в Постоянном Совете Безопасности ООН, и имея возможность влиять на большинство, подказывая поддержку военную, политическую, геополитическую, экономическую, мягкой силой на множество государств глобального юга, Африка, Южная Америка и так далее, они одновременно могут получить много голосов. Помните, как все смеялись, когда украинская пропаганда по принципу «сиди-сиди, я сам открою», так как бы даже житомирский уровень, не в обиду Житомиру, да, житомирского рынка, она очень много смеялась над тем, что Лавров ездит по Африке и подписывает соглашение о разделе космоса или о каких-то космических там правилах, законах с Зимбабве, там, с Ботсвана и так далее. Все ржали, ха-ха-ха, великая космическая держава. А что он делал технически? Он просто перебирал большинство в соответствующей международной организации, чтобы однажды они проголосовали в интересах России. И это их стратегия. Поэтому они за ООН-центричный мир. Не потому, что они верят в ООН, а потому что что? Пока в этом мире ООН и остается рудиментным инструментом Потсдама-Ялтинской системы, она уже не действует, но инструмент не пересмотрен, он остается главным. Россия сама ссылается на решение Совета Безопасности ООН там, и так далее. Прочее. Или на прецеденты, когда оно нарушалось, например, или не принималось в отношении Косово, оправдывая свои действия. А они имеют возможность влиять там на большинство, а Запад это большинство теряет. Поэтому это идеальный инструмент для них, просто воздействуя на малые страны глобального юга, получать системное большинство в генеральном органе человечества, как бы, да, переголосовывая все в свою пользу. И вот это глобальное управление, это и есть что? Их способ оспаривать глобальное управление Запада. То есть здесь столкнулись две модели глобального управления, два подхода глобальных к тем, как распоряжаться геополитикой, геоэкономикой и вообще земным шаром. Это интересное время. В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором будут обсуждаться пункты обеспечения безопасности. Об этом Зеленский вышел и заявил. Ну вот во время уже нашего эфира, мы в прямом эфире сейчас 21:35 на часах, заявил он это после разговора с премьером Португалии и, в общем, окучивает Португалию, чтобы она тоже внесла свою лепту, в общем, гарантии безопасности, ну и так далее. Президент же Португалии называет Трампа агентом Москвы. Прям вот открыто. Нет, понятное дело, что нам в позиции Украины любой союзник это хорошо, это понятно. Однако, кажется, вот настолько все уже было сказано об этих гарантиях безопасности, об этих коалициях желающих, об их вовлечении в какие-то там будущие проекты, что уже даже не интересно, что будет в четверг. И куда интереснее Фица будет смотреться в пятницу, где он в Словакии встретится уже после, я так понимаю, коалиции желающих с Зеленским. Потому что Фица на параде будет. Фица вот непосредственно пообщается с Путиным, с Си Цзиньпином там. И потом встречается с Зеленским. Что это за расторговка, что это за распасовка? И как вы
Ну вот как вы смотрите на грядущую сходку желающих, но не шибко много могущих? Смотрите, опять же, как бы планы и реальность. Сегодня, видимо, весь разговор пройдет в этом варианте. Стержневая тема нашего общения сегодня. Смотрите, значит, что в планах Европы? В планах Европы пересмотреть свою военную политику, политику безопасности. Они очень жестко сейчас проходятся по мигрантам. Мы видим это даже по действию французской и немецкой полиции. Просто тупо лупят всех этих за Палестину и так далее, и так далее. Тупо носы ломают. Там британская подданная нос сломала немецкая полиция в прямом эфире. Второе, как бы очень жесткие подходы к миграции. Реально. Второе, они выделяют в перспективе 10 лет, там, 10-15 лет 800 миллиардов на перевооружение, 800 миллиардов на весь Евросоюз. Строят заводы и действительно хотят создать для ЕС возможности для обеспечения собственной безопасности. Условно назовем это европейская армия, хотя дело сложнее. Вот. То есть они, тема номер один – Россия, второе – независимость в сфере безопасности от США, и четвертое – это что? Ну, главный жупел – это Россия, безопасность от США, которую они хотят обеспечить, и способность защитить себя самих, и борьба с миграцией, с негативными тенденциями по размыванию, до антропотипа, скажем так, и так далее. Это в планах. Они очень сильно на них надеются, у них реально идет большой движ, строятся военные заводы, армия увеличивает бюджеты и прочее, прочее. И когда я разговариваю с европейцами, они говорят, что они оптимистично смотрят в будущее, говорят, вы еще увидите Европу и так далее, и так далее. Я только за, если мы увидим Европу, но я скептичнее отношусь к этим их планам, могу даже объяснить почему. Но планы таковы. Теперь мы смотрим на реальность. Уровень политиков, которые это собираются реализовывать. Вот президент Португалии. Глава державы обзывает другого главу державы, даже если бы это было Науру, а не США, то есть ключевой партнер, от которого зависит Европа, чьим-то агентом. Это скандал, ну, до небес. Это же не украинский Фейсбук, где агентом можно обозвать кого угодно. Это политик, глава державы, заявляет формально про другого главу державы. Скандал грандиознейший. Единственное, что извиняют, что президент в Португалии это как бы, ну, там ключевой премьер. Президент носит в такие как бы парадно-декоративные функции. Но я, честно говоря, очень удивлен, что Трамп вообще промолчал. Или американцы промолчали на эту тему. Потому что, по идее, они должны были заявить резкие протесты, резкий отвод. Вот это оскорбление в прямом эфире и прочее, прочее. Ну, как бы, вы видели встречу на Аляске? Если Трамп агент, что Путин сел к нему в машину? Ну вы же видите, португальцы, что с них взять? Португальцы, великого ума мужчины. И это видно по уровню европейской политики. Нам, конечно, скажут, что в Европе есть и другие люди, которые намного умнее, и дай им Бог здоровья и все это устроить, но мы видим уровень публичной политики в Европе. Теперь переходим от этого, от Португалии к этому сборищу. Прекрасно. Само название «коалиция желающих» – это же роспись в цивилизационной и управленческой импотенции. Помните, Москва слезам не верит, когда Гоша подкараулил под подъездом нашу главную героиню. Она спросила, а что ты здесь? Он говорит, тянет меня. Она говорит, ну пошли познакомлюсь с мужем. Он говорит, так что муж имеется? Он говорит, а какая разница, если тебя ко мне тянет? И Гоша, пусть не пригорюнившись, но пошел. Гоша не остался в коалиции желающих под подъездом с алкашами, которые сидят и рассуждают, как вот эту чужую бабу скрасть. Понимаете, да? Надо пыл иметь и страсть. Он пусть расстроенный, но поплелся. А они не плетутся, они только разговаривают. Да, они разговаривают о знаковых вещах. Они 40-километровую зону там какую-то планируют. Не планируют войска размещать в послевоенной Украине. Они там планируют новыми вооружениями заполнять европейские склады, а все старое отдавать Украине. Они планируют много там чего. Но само название «Коалиция желающих» показывает, что планы – это, конечно, хорошо, а исполнение – это немножко другое. Мы рассчитали на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить.
И проблема не во врагах, а у них внутри. Проблема в головах, в умах и сердцах. Потому что Европа насквозь заражена, левоцентристская Европа насквозь заражена украинским, ну, как это, украинским стилем политики. Очень много заявлений, за которыми ничего не стоит. И даже если бы они как это, переименовали в коалицию решающих, решительных, или даже в коалицию решающих, или даже в коалицию смотрящих, то все равно бы ничего они бы не решили. Потому что сам факт, внимание, сам факт того, что вы вынуждены свой союз называть какой-то там коалицией, это, как говорится, понимаете, уголовный авторитет не может называть себя уголовным авторитетом. Про него другие должны говорить, что он авторитет. Если ты называешься первым парнем на селе, который что-то там порешает, ну, от тебя ждут каких-то действий. Посмотрите, Путин, Си Цзиньпинь и индийский лидер не создают коалицию решающих, коалицию решительных, коалицию желающих. Они реально действуют. Понимаете, вот российский генштаб демонстрирует нам карту, где Одесса и Николаев под россиян. Вероятность, что так и будет, 99%. Не завтра. Возможно, годы понадобятся, но так и будет, скорее всего. Если так дальше будет продолжаться. Герасимов с кем-нибудь создавал с Госдумой коалицию желающих? Коалицию решительных? Коалицию, сейчас на мат перейду, коалицию озабоченных? Хоть какую-нибудь коалицию? Нет. Они планово и методично осуществляют политические цели этой кампании. За ними маячат цивилизационные цели, военные добиваются их как новых. Эти создают слова. Слова, написанные на картонках. Конечно, демократия сама по себе – это всегда картонные декорации, на которых рисуют красивые вещи, и реальность жесткая за ними. Но проблема в том, что и декорации, на которых написано, должны иметь какой-то приличный вид, на котором, ну, который хоть как-то коррелируется с реальностью. Сейчас Европа демонстрирует полный отрыв декоративной политики от своей реальной политики. Заявления, нахмуренные брови, поддержка Зеленского в Белом доме, там, да, выставление его лидера демократического мира, там, вот эти все решительности и прочее, прочее, абсолютно не соответствуют действиям, которые они в реальности предпринимают. Ну, они деньги Украине подбрасывают, да, замечательно, но как бы к чему сотрясать воздух 40-километровой зоны и введением войск? Это же никогда не будет этого. Ну, Я не уже произошла ругань между Урсулой, знаю. самолет, Но, который якобы, ну, Россия это опровергает, ну, в общем, заглушили рэп, и нужно было по картам, по старинке, как это, брать стакан с водой, ставить, как это, на мгм. бардачок самолета и вот это вот садить по... Да-да-да. А летчики уже забыли, как это делать. Так Вот. вот, по пачке Беломора полетели. Да, они, ну, крутое пике, да. А они же как? Они же поругались с Писториусом. Урсула говорит, войска будем отправлять. А Писториус говорит, Урсула, ты кто? Урсула, ты не имеешь отношения к нашим войскам. Ни нашим, ни какой-либо другой европейской страны. Урсула, иди бухгалтерией Смотрите, занимайся. нюанс же заключается в чем? Что ЕС не может выступить ну, как коалиция, как вот, собственно говоря, и союз. Они внутри ЕС делятся на кластеры, у каждого разные подходы. Причем, как мы видим по заявлению президента Польши сегодня, что он с Германией требует репарации, у них и цивилизационные подходы разные. К пересмотру истории как бы дело идет. То есть ЕС является органом, который хочет вести единую политику и иметь единую систему безопасности. И по ключевому вопросу, вопросу Украины и по ряду других вопросов, они расколоты так, что внутри существующего союза приходится создавать что? Коалицию желающих. Это все равно, что в Соединенных Штатах Аляска, Алабама, что там, Аризона и Миссури создали коалицию желающих штатов, чего-то там желающих в отношении Китая, Индии, хуситов или там, я не знаю чего, или Израиля. Вот отдельно, да, и пытаются там что-то действовать. Или, например, берем Советский Союз. Узбекистан, Таджикистан, Украина и Беларусь создают коалицию желающих, например, иначе отнестись к Вьетнамской войне или к Ангольской войне или к Афганской войне. Вот это примерно то, что там у них происходит. Но теперь скажите, все эти 800 миллиардов и весь этот набор планов при таком старте, ну давайте поставим вопрос максимально деликатно, насколько легко будут реализовываться и насколько успешно? Перспективы ясны. Дело ясно, что дело темно. А если взять позицию Фица, позицию Орбана, которая прямо выступает, особую позицию Польши, но я вообще не вижу шансов никаких.
Я вижу кластерность. Например, скандинавские страны дружненько под влиянием Британии, королевские дома выделяют деньги Украине, помощь осуществляют и так далее. Это монархии сговорились, они реализуют свою морскую политику запирания России, как бы, да, выход ее в море, в Средиземное и Балтийское, и недопущение создания новой Российской империи. Там все понятно. Там договоренность на уровне королевских домов. А все остальные-то, особенно Восточная Европа. Поэтому мы будем видеть на этих декорациях все более и более залихватские надписи, такой ультрафиолетовой краской, светящейся, как на дискотеке, что вот мы там, я уверен, что дойдет до ядерного оружия в Украине когда-нибудь, там через годик или в течение годика, а давайте передадим, а давайте дадим, а давайте передадим. Но заглянув за декорации, мы увидим там нечто очень похожее на бабушек возле подъезда, которые лучше всех знают, как жить, но только ничего уже не могут сделать. Трампа продолжает мочить глобалистская пресса. Сосчитали, что около 30% он провел на гольф-полях своего президентства. Сам Трамп что-то не активен публично, имеется в виду публичное выступление вживую. Неделя ни шатка, ни валка, вот как неделю назад выходил, да, с заявлениями, тоже такими непростыми, о том, что и санкции могут ввести, и против Украины тоже, и, собственно, там, кто кому нравится, не нравится, имеется в виду Путин и Зеленский. Трамп будет на этой встрече, как вам кажется? Вот просто одни говорят, что вполне вероятно прилетит Трамп в Европу, и, собственно, и Зеленского ради этого позвали. Другие говорят, что у Трампа сейчас начинается своя свистопляска в Венесуэле, и поэтому Европа, разбирайся с украинским вопросом сама. Может прилететь, может не по кого-то прислать, там, Венса уровня, там еще, или своего еще спецпредставителя. Понимаете, Трамп же абсолютно не заблуждается насчет Европы уже. С Европой всем все понятно. Европа не игрок в его глазах. Игрок Россия, да, и Индия с Китаем. И он игрок, он считает. Европа нет. Европа должна очень сильно сменить политику и обеспечить большую смычку того, что они декларируют, с тем, что они делают, чтобы их начали хоть как-то всерьез воспринимать. Потому что они свалились ниже уровня, который позволяет вообще к ним серьезно относиться. Но все политики немножко врут, но и там никогда не бывает так, что из 100% заявлений хотя бы 50 выполняется. Но если падает ниже 12, то тогда уже совсем несерьезно. Правильно? Поэтому может прилететь, может не прилететь. Да, работать с документами. Прилетит какой-нибудь там Витков или еще кто-нибудь. Посмотрим. Даже если он прилетит, это ничего не изменит. Вообще ничего. Просто тут же какая диспозиция? О мире никто не говорит. Ну вот об Так окончании мир войны. все. Мир все, не будет никакого мира. Он, Кабмин Украины, спланировал, что война будет весь 26-й год, и так оно будет. Я подозреваю, что он еще и 27-й может быть частично. Вот, но мир все. Это недолго продлилось. И я вам говорил, что, помните еще, когда мы сами это обсуждали на Аляске, что Трамп просто скидывает ответственность на Европу. Ну, вот еще недельку поскидывает, там после этого саммита заявит, что встреча была грандиозной, но они невменяемые, меня не слушают, поэтому остаются один на один с Россией. Ну тогда, простите, давайте тогда смотреть, ну, определенные засечки, да, так. Многие считали, ну, тот факт, что Зеленский начал выпускать парней 18-22, ну, за границу. Ну, там, да, нужно быть в ТЦК зарегистрированным в этом Резерв Плюс или с такими бумажными документами, но ведь военные уже несколько, ну, там, генерал Кривонос, еще какие-то военные, из телемарафона, да, из вот этого пропагандистского, ну, катка, они говорят, ребята, это плевок в лицо военным. Ну как, идет война тяжелая. Если она не собирается останавливаться, то это решение выстрел в ногу получается. Но его же принимает Зеленский. Самое веселое, что перед этим были контракты для миллионные, помните, для военных 18-24, которые завербуются. А теперь военные пойдут на контракт. Теперь военные других, которые не успели, отпустили в Европу. И они дружненько туда уехали. Сегодня были две публикации.
аудитории первокурсниц в университетах, когда на миллиарды девочек один, два, три мальчика максимум. И то, наверное, такие патриоты, что деваться некуда. Мальчики массово выезжают и будут выезжать. Теперь вопрос. Как себя чувствуют мальчики 18-22, которые сражаются в рядах сил обороны? Которые пошли на контракт, там, да, оказались как-то там и так далее, и так далее. И вот эти веселые шаги показывают степень, в отношении которой Зеленский и его команда реально заботятся о армии. Потому что они, может быть, и заботятся где-то об армии, но сначала они заботятся о своей политической устойчивости. Но такие решения проблематизируют эту проблему устойчивости. С одной стороны, они выпустили вопрос устойчивости, выпустили молодежь, которая может принять участие в Майдане. С другой стороны, еще раз озлобили армию. Армия озлобилась, когда они сделали контракты миллионники для 18-22, потому что спрашивают себя, хорошо, а 23-летний чем отличается от них? Там 18-24, 25-летний чем отличается? А второй, мы не говорим даже про 45-летних, а второй, это вот сейчас, когда выпустили их. Хотя все прекрасно понимают, что по мере продолжения войны призывной возраст должен снижаться, а где же их брать, если они все поуезжают? А если и успеют закрыть границы для каких-то последующих, то тогда возникнет вопрос, почему этим дали выехать, а остальные должны будут мобилизовываться идти. Ну, в общем, это, мягко говоря, очень специфическое решение, которое порождает очередное социальное напряжение в Украине, причем где? В силах обороны, не только в обществе, где, казалось бы, напряжение надо снижать всеми возможными способами. А снизить напряжение тем, что дадут 15-суточный отпуск, как сейчас заработать с 1 сентября, это не снижение напряжения на фоне ошибок, которые делаются фундаментально. Поэтому, ну, да, это весело, это интересно наблюдать за тем, как они управляют большой войной. Ну и плюс еще срок тебе уголовный, если перешел границу. Ну Ну, да, это ну, готовят такие решения. И еще один очень важный законопроект, я вот хотел с вами его обсудить. А что это за история, что, мол, а давайте-ка, в общем, за оскорбление, угрозы или, ну, вообще, поругаться, короче, с военным и членом его семьи нельзя. мгм. Комитет все одобрил, в общем, будут голосовать в парламенте, там, причем от общественных работ до реальных сроков, там, на 8 лет. Это попытка защитить ТЦКшника во время исполнения служебных обязанностей. Потому что, ну, и, соответственно, членов семьи избавить их от угроз, потому что напряжение социальное таково, что скоро может достаться и членам семьи, судя по всему. А поскольку ТЦК – это единственный двигатель мобилизации, а наличие мобилизации – это единственное, почему Украина вообще стоит все еще, даже насильственной мобилизации, то, конечно, они охраняют все эти политики охраняют движок, благодаря которому они и страна еще стоит, и государство, которое они возглавляют, стоит на месте. Поэтому да, но это же порождает неравномерность в обществе и прямо нарушает Конституцию. Потому что выделяет одних людей по формальным признакам, то есть их дают им особый правовой режим, по сути, им предоставляют, по сравнению с другими гражданами Украины. Вот. Это сомнительная история. Достаточно сомнительная. Можно сказать, что правовой особый режим есть даже у медиков при исполнении, там, или у полицейских при исполнении и так далее, и так далее. Но уж точно их не защищают там, например, ну, вернее, такие вещи должны регулироваться. По-хорошему это должен сказать Конституционный суд, но Конституционный суд разгромлен как орган. Да, и у нас что? Нету, как в нормальном государстве, регулирующего механизма сомнительных в вернее, в конституционном отношении, конституционно-правовом, законов и подзаконных актов. Простыми словами переводится так: современные политики могут исполнять в Украине все, что хочешь, а контролировать их некому. Это и называется диктатура и тоталитаризм в чистом виде. Ну, авторитаризм, а тоталитаризм – это тотальное вмешательство в жизнь граждан, как бы, да, что у нас тоже процветает, ширится и растет. Ирина Верещук пишет у себя в телеграм-канале: Иван Мазепа. Именно он есть одним из главных носителей украинского государства образующего кода. Наиболее долго среди всех гетьманов он держал булаву в руках целых 22 года.
Зеленский идет по пути Мазепы. А не, ну, он не может пойти по пути Мазепы. Мазепа был меценат, как бы, да, развивал науку, искусство и так далее, делал золотую картинку из Украины. А что такое Зеленский? Зеленский – это так, явление проходящее. Но Мазепа тоже специфический персонаж, несмотря на то, что ему посвятил Байрон поэму, там и картинки с него рисовали. Фантастическое свойство вот этой украинской проектности этого рода, узкой, мононациональной, это всегда ставить на проигравших. Вот они упорно ставят на проигравших всякий раз, причем в символическом ряду, вот на Мазепу, или там практически, когда они во время Брестского мира поставили на Германию, проигравшую войну. Хотя союзники им предлагали помощь и союз. Победившая Антанта. Ну, то есть приходится переходить на язык Павла нашего Щелина и говорить о чем? О мортальности проекта. Они хотят умереть, явно. Тяготятся. Давайте о фронте поговорим, потому что тут Давай. время такое, знаете, специфическое. Все подводят итоги лета. Вот и лето прошло. Да, и вот сегодня первый день осени. Вышеупомянутый Герасимов, он не только картой прославился, да, он же все-таки что-то говорил, он же отчитывался со своей стороны. С нашей стороны таких отчетов не было, но, в общем, есть Deep State, которые посчитали, что на 18% уменьшилась, ну, скажем так, наступательная мощь российской армии, и вроде как немножко поутихло продвижение вперед. Если в целом оценивать эту ситуацию, вы согласны, что россияне меньше наступают в августе? Нет, это уже не знаю, как Deep State считал, но я вам могу сказать, что это не снижение темпов наступления, вернее, там штурмовых. Они штурмовые атаки считают, что атаки. А смена характера ведения боевых действий. Дело в том, что дроны развиваются так интенсивно, что каждые 2-3 месяца, простите, происходит смена характера ведения боевых действий, способов, которые применяются. Поэтому сейчас все меньше штурмовых атак, а все больше того, что они изолируют логистику, отрезают конкретное поле боя, уничтожают дронами все, что там живет, а мелкими группами просачиваются в тыл, блокируя те же самые позиции логистики, наводя те же логистики в пределах поля боя, то, что называлось бригадный и батальонный район обороны. Вот, да и не только, уже на 40 километров залетают эти оптоволокно и все остальное прочее. И систематически выгрызают целыми узлами, узелками нашу оборону, методично захватывая уничтоженный район обороны. Вот. Поэтому как бы я же очень плотно общаюсь с нашими военными, которые на передовой линии, могу вам сказать, что они как-то не чувствуют облегчения на поле боя или уменьшения, а только усиления. Опять же, тот же самый Дипсейт немного противоречит самому себе, потому что он же регулярно сообщает сведения, которые вынужденно опровергает Генштаб. Ну, помните, сколько было за два села на Днепропетровщине взяли, не взяли, взяли, не взяли, не взяли. А на самом деле на поле боя творится все то же самое. По ключевым направлениям: Купинская, Серебрянская, Константиновская, Новопавловская и Покровская, как бы и Запорожская даже, осуществляются систематические наступательные действия вооруженных сил Российской Федерации. Герасимов говорит, мы наступаем по всему фронту, и он называет, ну, говорит правду. Чего нет в российской кампании? Они нигде не концентрируют силы за счет других участков. То есть они не снимают, например, с Купинского, чтобы надавить на Новопавловском или наоборот и так далее. Видимо, российское командование, которое пробовало и так, в настоящий момент сочло чуть раньше и по-прежнему считает, что систематическое равномерное давление на фронте – это лучше, потому что позволяет сковывать резервы. Ну, вот, запрещает украинским силам обороны маневр силами и средствами. Ну, в принципе, это не очень сообразуется с военной наукой, но, тем не менее, да, видимо, является практичным с их точки зрения, потому что они пробовали разные способы. Поэтому идет систематическое давление на фронте. Нашим войскам очень тяжело. Все чаще сказывается количественное и качественное, самое главное, превосходство противника в техническом отношении. Появились крайне тревожные признаки.
Первый среди них – это то, что россияне пытаются изолировать поле боя. Нет, не район, не опера, как бы, да, а поле боя, пресекая логистику, ротацию, доставку боеприпасов, вывоз раненых и так далее, и так далее. И это переход, это новый качественный скачок для понимающих людей, а не понимающим я сейчас объясню. В классике изоляция поля боя – это уровень армии был раньше. То есть фронт, ну, в классическом варианте фронт или группа армий имели в своем распоряжении воздушную армию, задача которых и другие средства, средства старшего командира, было изолировать район, на который они наступают. Ну, например, армия наступает на дивизию, или там несколько армий, группа фронт на армию, или две армии. Вот они могли изолировать на глубину до 200 километров, уничтожая логистику, склады, пункты управления, пункты связи. И когда, грубо говоря, район обороны изолирован, положен тебе на блюдечке, не может пополняться, громить его последовательными ударами. Там, и так далее. Они сейчас это делают в миниатюре, например, с позициями района обороны батальона или роты. Они изолируют ее дальними беспилотниками Ну, не скажите, всех типов. не Да. скажите. Трасса Херсон-Николаев, все четко, ну, ну, новости последних дней четко сказали, ну, это уже беда, то есть там не Смотрите, проехать, не пройти. об этом мы отдельно поговорим. Я сейчас говорю о том, что происходит непосредственно на передовой. Это важнее, поверьте, чем трасса Херсон-Николаев. Просто вот они берут, например, выбирают ротный район обороны, там ротную, да, ротный опорный пункт раньше это называлось, но сейчас это район обороны начинается с батальона, но условно там для гражданских, да. И что? Они его изолируют последовательными ударами. Все, наверное, видели видео, когда российские дроны садятся на дорогу и ждут, пока поедет машинка, чтобы взлететь и ее бахнуть. Вот. Потом заводят группы, которые по одному-два человека, сопровождаемые дронами, заходят в наш глубокий тыл. Их задача вычислить позиции минометчиков, вычислить позиции наших дронщиков, навести на них средства поражения, подавить точки взлета. И когда обнаруживают шевеление с нашей стороны, последовательно начинают уничтожать. Газы сбрасывают, там что, дымовые, как это, зажигательные сбрасывают, ТМки сбрасывают, лупят. Но вот я говорил с одним хорошим человеком сегодня, он говорит, на позиции каждые 8 минут скид. Российский скид. Или прилет каждые 8 минут. Последовательно разбираются просто любые обнаруженные наши позиции, гасятся в ноль. И вот такими кусочками это все съедается. По кусочку. Изоляция, и пирог изолировали, и положили на тарелку, и последовательно съели. И назвать это, да, с одной стороны, нет никаких штурмовых атак, которые можно посчитать, и их количество, кажется, упало на 18%. Но это уже качественное, а не только количественное превосходство, хотя и количественное тоже, то есть элементарно больше дронов у противника. Особенно, когда они противостоят не пафосным бригадам, там, да, которые там врываются везде, а нормальным рабочим лошадкам, черно-рабочей войны, у которых нет спонсоров, у которых нет общественной поддержки, нет общественного внимания, политики с ними не заигрывают и так далее. А им уже нечего противопоставить противнику, особенно на ключевых направлениях. Или мало чего есть. То есть они, командиры, вынуждены наблюдать, как солдат постепенно ликвидируют. Очень мало имеешь что противопоставить. Когда у тебя 2 дрона на российских 20, особо не наварившись. И вот это вот сам факт наличия изоляции поля боя показывает резко возросшее качество или постепенно возросшее качественное превосходство противника. Раньше жаловались, что россиян просто много, они мясом давят. Нет, это уже качественно. А за ним количественно, потому что как это, средств технического превосходства у них все больше. Вот вам как это работает. Я могу вам сказать, что через какое-то время штурмовые атаки вообще могут прекратиться. Это не показатель, потому что дроны будут штурмовать и разбирать. Теперь, что касается трассы Херсон-Николаев. В Херсоне изолируется целый район дальнобойными дронами. К нечести российской армии они активно бьют там по гражданским. Это нехорошо, друзья. То же самое мы видели, например, когда отжимали россияне наших из Купянска. Они положили оптоволокном, положил Рубикон, по-моему, там было еще кто-то, российская часть сил беспилотных, положили нам логистику полностью на глубину 40 километров. То же самое жалуются на Константиновском направлении, Краматорско-Константиновка и на Доброполе, что средства противника беспилотные, которые поражают транспорт, грузовые машины залетают на дистанции 30-40 километров. И то, что считалось там еще полгода назад безопасным тылом, 40-30 от фронта, сейчас это уже непрерывная опасность. Даже не разовый случай, а на некоторых направлениях непрерывная опасность воздушная и так далее. Хотя полгода назад это было 10-15.
Вот. И это качественное изменение. Потому что обеспечивать надежное функционирование обороны бригады глубиной там 20-25 километров уже большая проблема. Потому что ей бьют даже уже не ее район обороны, а подходы к ее району обороны. То есть это уже глубина армейской обороны, района обороны армейского корпуса. А это еще один качественный скачок. Поэтому помните статьи известных генералов и там мудрствования военных институтов войны и прочее о том, что это война, это позиционный тупик, с ним ничего нельзя сделать и так далее. Вот вам, пожалуйста, делают все с позиционным тупиком, и рано или поздно может сложиться обстановка, когда танки, которые все уже отпели, и бронетехнику, снова пойдут в прорывы, потому что качественное количественное превосходство позволит съедать и уничтожать в короткие сроки без возможности компенсировать, по крайней мере, на каких-то выбранных направлениях, целые батальонные районы обороны, возможно, бригадные. И вот в эти прорывы можно спокойно вводить бронетехнику, которая будет идти в глубину. Тем более, что боевые действия сейчас ведутся в районах, где сложная городская агломерация, где неудобно действовать бронетехнике, выскакивать на оперативно-тактический или оперативный простор, а на, например, весьма плоскую и удобную для этого Днепропетровскую область. Поэтому вполне может статься так, что, я говорю, когда танки пойдут в прорывы, если пойдут, я в очередной раз посмеюсь над всеми этими товарищами, которые рассказывают, что танки устарели, классические законы войны устарели и так далее. В общем, абсолютно безграмотные люди, которые натасканы по опыту, но абсолютно не имеют знаний соответствующих военных и не понимают, как это работает. Ну и вот эти все истории, Да. что лисья нора лучше, чем окоп, ну, тоже. Лисья нора в определенных условиях лучше, чем окоп, но это большой, в общем, разговор. Так что на фронте продолжается давление, давление усиливается. Медленно, я подчеркиваю, медленно наращивается превосходство противника не только количественно, но и качественно уже. То есть Российская Федерация, ее военное и политическое руководство последовательно выполняет программу наращивания усилий на украинском направлении. И когда начальник генерального штаба говорит, мы наступаем на всех фронтах, это законная гордость полководца, который говорит, мы сумели обеспечить систему, которая позволяет наступать на 1000-километровом фронте. Это действительно большая заслуга, это совокупное усилие политического руководства, ВПК, Министерства обороны, Российского генерального штаба и в значительной степени общества, в том числе российских волонтеров, которых тоже полно, как и наши, которые помогают своей армии. Совокупно они работают на победу. У нас это разорвано и в значительной степени коррумпировано. А кроме того, россияне не умеют в пиар, они просто медленно и методично мелят. Наши очень много мелят языками, а вот насчет молоть противника тут немножко. Потому что нужны российское государственное мышление, мультиплицирующие технические решения в огромных количествах создающих средства превосходства, и все больше и больше вот раскручивается. Там они скопировали у нас какую-то дронную историю и начинают производить тысячами, десятками тысяч. А Ну, у нас есть хорошее, сейчас я закончу, у нас есть хорошие технические решения, но государство так в этом участвует, что оно не мультиплицируется, тем более не мультиплицируется в российских объемах, или чтобы противостоять российским объемам. Поэтому у них государство эффективнее занимается войной, чем наше, намного эффективнее. А поскольку оно еще просто физически больше и имеет больший потенциал, а кроме того, он имеет поддержку Индии и Китая, а не США и Европы, как мы. Ну, в принципе, нарисованная Одесская и Николаевская область в составе Российской Федерации, оно медленно, очень медленно, действительно медленно, потому что год назад говорили про бои, возможно, окружение Покровска, и сейчас говорим про окружение Покровска. История идет уже год. Маленький городок не могут окружить. Но все равно медленно, по капельке, оно едет не туда, куда нужно Украине. Сразу вам скажу. Значит, мы в прямом эфире. Друзья, 22:10. Приходят жуткие кадры. Ну, как шутки, поражающие впечатление, воображение кадры. Одесса, вечер, летники, люди танцуют, пьют, веселятся, куча парней, девушек поют. А в это время летит туда 40 шахедов и еще одна ракета. Это вот прямо сейчас просто происходит. Это тоже о многом говорит о наших людях. И с одной стороны можно, конечно, поругать, а с другой стороны, слушайте, ну, достали уже с этой войной. Достали.
Тут приход осени, конец лета надо отмечать, детей в школу повели. То есть, понятное дело, что вот Одесса всегда такая была специфическая в этом отношении. Курортный все-таки город, как бы там не относились и как бы не переписывали его функционал сейчас во время этой войны. И дух, и все остальное. Алексей Николаевич, значит, два момента хотел уточнить у вас, и будем переходить к вопросам зрителей. Только что вот пост в соцсети X генерал Майкл Флинн, экс-советник президента США и экс-директор разведки Пентагона, пишет: Путин здесь совсем не выглядит изолированным, это про саммит ШОС. Честно говоря, у меня нет слов, чтобы описать эту проигрышную войну в Украине. Все эти блестящие неоконы, геополитические советники, подталкивающие Трампа делать ровно противоположное тому, что он должен делать, ведут Америку к войне, которая нам не нужна, которую мы не можем себе позволить и которая может очень плохо закончиться для всего мира. Если Европейский Союз хочет этот беспорядок, пусть он его и получает. Украина уже потеряла более 1,5 миллиона за последние 3 года. Больше убийств, больше смертей, больше расходов, больше упрямства со стороны европейских лидеров не приведут к победе. Команде Америки нужно найти выход из этого беспорядка. И очень скоро. Мы, народ, с вами. Примите правильное решение. Интересный сигнал. Ну, это заявление одной из группировок, находящейся вокруг Трампа, но это только одно. В принципе, Трамп едет примерно туда же. Они сейчас говорят о том, есть и другое заявление сейчас о том, что мы введем все возможные санкции против России. Ну, слушайте, это все. Все разговоры про санкции надо понимать в двух перспективах. Первое – это то, что есть такой уровень санкций калечащих, что самим штатам станет хуже, чем те, против которых они вводят. А второе, Россия всегда, чем больше американских санкций, тем больше будет поддержана Россия, Китаем и Индией. А уже они как-нибудь справятся. Поэтому там интересная позиция, которая все, о чем мы говорим, что Европа, если нужен бардак, и она хочет вести мир к мировой войне, ну пусть она этим и занимается, почему Штаты должны это делать? Мы снимаем с себя ответственность. А теперь смотрите, Юг или Восток объединяется, а Запад колется. Штаты против Европы, Европа сама против себя. Вот реальная диспозиция сейчас, сегодня. Ну и второй вопрос, уточнение по поводу ну, вашего, скажем так, ну, анализа насчет того, что у России получается государству воевать и управлять, а Украины нет. Это по дронам, по развитию, технологическим решениям. Слушайте, а правда экономист, ну, прав, что говорит, что ракеты «Фламинго» не существуют? Ну, слушайте, ну, давайте так представим, что она существует. Что делает нормальное государство? Оно до последнего отрицает, что оно существует. Да. Всегда. Причина этого очевидна. Для того, чтобы противнику не давать что? Давать, вернее, перегружать его необходимостью понять, какие боевые средства противника поражают наши цели, например, да, и так далее. Как на них реагировать и прочее. Он будет делать ошибки, он будет тратить человека часы, моторесурс, ПВО и так далее, и так далее. Целая история. Разведку будет посылать на добывание данных, которых не существует. Вообще это стратегическая маскировка, обман, это часть военной кампании любой. Вот израильтяне, которые обладают над своими противниками количественным и качественным превосходством посредством поражения на 3 головы выше. Они никогда не признаются, что это сделали они. И чем они это сделали? Они говорят, неизвестные самолеты выполнили миссию, взорвались все ракеты у противника на складе, или там накрыт конвой в Сирии, иранский и так далее, и прочее. Но что? Но не так воюет Украина. Украина воюет как Святослав, иду на вы. Надо еще, кроме характеристик ракеты, ее фотографии указывать места производства и людей, ответственных за Так они производство. указывают. Они, да, и чтобы вот было совсем все надежно. На Поэтому этом я самом, не... на Да, смотри. сайте, геометочка, все. Вся эта история с ракетой «Фламинго» вызывает вопросы. Где ракета «Поляныть»? Где ракета «Пекло»? Где ракета, как она там называлась, длинный Нептун или длинный еще кто-то там и так далее, и так далее. И почему эти новости появляются в момент провального для Украины саммита на Аляске? Или ко Дню независимости? И прочее, прочее. Поэтому я не верю, что ракета «Фламинго» существует.
А ребятам из украинского ИПСО и пропаганды, которые пытаются изобразить, что она есть, хочу сказать, что плохо вы учились, когда в те времена, когда вас учили приличные люди этим заниматься. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Их очень много, почти 30 тысяч онлайн у нас на канале Александр Шелест, 40 тысяч Алексей Николаевич. Спасибо вам большое, что ставите лайки. Поставьте, пожалуйста, лайк, это поможет Ютубу немножко разобраться. Каналы подсанкционные, и как бы алгоритмы специфические, поэтому многим не приходят уведомления, есть какие-то проблемы, поэтому посмотрите, подписаны вы или нет, и поставьте уведомления о новых видео, непосредственно, которые на каналах. На моем канале, канале Алексея, это параллельный прямой эфир. Значит, подведем итоги опроса. При ком лично вам жилось лучше? 4% Зеленский, 4% Порошенко, 10% Ющенко, 83% Янукович. Ну, все как бы. 14 тысяч человек проголосовали. Вот, в принципе, вот такая у нас аудитория, которая лучше жилось при Януковиче в тот период времени. До Майдана, без войны. Я их понимаю. Вы знаете, и так вот если, ну, так, округлить начинали там с появления Януковича. Слушайте, ну да, ну там зубы белые вставил, да, там ну, загорел, видно, где-то отдыхал летом, да, там не помолодел, но как бы держится бодрячком. Ведь тоже тонкий момент. Как бы с появлением этого видео Януковича, обращения к украинцам, ты можешь вспомнить, а что была другая политика, было другое время, была другая система отношений, другая была. То есть, что Украина могла жить, ну, как бы нормально, мирно, да, были свои склоки, дрязги, вот эти, но был какое-то движение вперед. Вот эти Ну, вот его... для этого и бросаются про штаны Трампа, каблуки Путина и зубы Януковича, чтобы люди не задавались неправильными вопросами о политике, о стратегических целях, о методах, которые применялись, как это все реализовывалось. Потому что если на эти вопросы начать ставить и надо отвечать, то может оказаться, что всеми ненавидимый и смешной Янукович, как политик, на 3 головы выше нынешний. И как государственный управленец. Неудобненько, да, получается? И вся эта майдановская братья. Или маскирующийся под майдановскую братья. Я имею в виду Зеленского, который к Майдану не имеет никакого отношения, который его высмеивал, и теперь, как это хочет быть самым Майданом, Майданнее самого Парубия. Друзья, переходим к вашим вопросам. Начнем с вопросов по QR. По QR, потом клуб зрителей Шелеста. Заранее оставленные вопросы заблаговременно в сообществе YouTube и чаты. Пройдемся, вопросов много. Если на все не ответим, не обижайтесь, но встречаемся регулярно по понедельникам, поэтому я верю, что получится. Ну и мы, конечно, постараемся как можно больше вопросов пройти непосредственно и вот прямо сейчас. Значит, вот такой вопрос. Значит, спрашивает, значит, вот спрашивает Алексей. Известная история. Зеленский сказал, что по Конституции отторжение территории невозможно. Тут же добавляет, территориальные уступки можно обсуждать со мной. Это лазейка на будущее? Ну, это показывает, как он относится к Конституции и к себе. Он считает, что он заместил. И его персональное решение заместили в Украине все, начиная с Конституции. Все очень просто. Он выше собственных решений, запрещающих переговоры с Путиным. Выше собственных указов, выше Конституции, выше всего. Ну, такой вот, да. Невысокий криворусский хлопец, который решил, что он выше всех и все. Пользователь-благодетель Алексей, как объяснить парадокс? Две страны, которые больше всех рвались в Европу, Молдова и Украина, к 2025 году стали самыми провальными постсоветскими проектами. Это ошибка ЕС, слабость местных элит или сама идея евроинтеграции оказалась мифом. Почему Молдова провальна? Успешные, вы хотите сказать? Ну, просто из Молдовы очень много выехало в Европу. Ну, впрочем, как и из Украины, только по разным причинам. Молдаване выехали, потому что те, кто знает молдовский язык, очень легко в странах, где романская филология устраивается, потому что очень просто учить языки. А Украина в силу своей немыслимой глупой политики обеспечила треть населения, вступивших в ЕС и НАТО на персональном уровне.
то есть интегрировавшихся в ЕС, как бы, да. Но сказать, что Молдова, ну, совсем уж провальная, я бы не сказал. У Молдовы есть большой патрон, Румыния, она за ней присматривает. Каждый молдаванин, кроме самых ленивых и глупых, имеет молдовский паспорт, вернее, румынский паспорт. Поэтому, ну, сказать, что Молдова совсем провальна, это там надо разбираться, как именно она провальна, на чем она провальна. А, Петро задает вопрос. Алексей, что вы можете сказать о подрыве радиотелескопа РТ-70? С одной стороны, это уникальный объект уровня мирового наследия, позволяющий исследовать дальний космос. С другой, утверждение, что он использован для контроля и позиционирования ГЛОНАСС, что вполне в сфере его возможностей, а это система геолокации тех же шахедов. Ну, я не знаю, это надо специалистов спрашивать. Я не знаю, как космический телескоп можно использовать для геолокации шахедов. Системы ГЛОНАСС, возможно, не знаю. Артем, Алексей Панасенков считает, что различия в полях и подполях головного мозга определяют качественную разницу внутри человеческого вида. Что вы думаете на этот счет? Целиком доверяюсь авторитету Панасенкова. Ничего, есть поля, есть подполя. Подполье головного мозга. Слушайте, там столько бродит разных мыслей. А, Значит, вот такой еще вопрос. Какая реальная причина выезда 22-летних ребят из Украины? Лена интересуется. А, Я же 100 раз говорил уже, что сбрасывают давление будущего Майдана, осенних протестов, зимних, весенних и так далее. А почему сами ребята выезжают? Ну, понятно, почему. В армию не хотят. Ну, вы советуете уезжать или Я оставаться? никогда не советую. Я считаю, что взрослые люди сами принимают решения. Клуб зрителей Александр, Алексей, добрый вечер. Как всегда, привет вам из Казахстана. Спасибо вам тоже привет. Вопрос Алексею. Какую, по вашему мнению, зимнюю кампанию Россия проведет на поле боя и на каких направлениях? И есть ли еще шанс завершить конфликт без последствий гражданской войны и раскола в обществе в Украине? Шансы на завершение конфликта почти отсутствуют, они ничтожны. Вот. Добровольно. Российская армия будет делать то же самое российское командование, что делает сейчас. От Купянска на Изюм, от Константиновки и Покровска на Краматорск-Славянск, на Запорожье от Покровска на стык на совместное клещи на работу, вернее, сходящиеся удары на запорожское направление условно. Запорожская группировка. Вот это будет основное направление. Ну, плюс там, да, Серебрянское лесничество и Сидорский выступ, который им надо срезать, тоже будут стараться. Но это уже меньше. Меньшее зло. Мгм. Значит, Иван Миронов, добрый вечер. Алексей, в чем, как вы считаете, причина проблемы коррупции у славян? Это обыватель такой глупый, а алчный чиновник такой умный, что ему из раза в раз удается убедить голосовать именно за него? Или же это проблема всего того, что этот человек, тот же самый обыватель, попав во власть, сам становится алчным чиновником? Нет, это куда более глубокая проблема. Проблема в том, что славяне используют государственный язык и государственный аппарат, не свойственно их традиции. А поскольку, то есть, грубо говоря, они попытались сделать, славяне используют государственный аппарат Западной Европы, где закон превыше всего. Для славян закон никогда не будет превыше всего, для нас правда будет превыше всего. И даже первый свод закона назывался «Русская правда». Это значит, закон по-западному здесь не работает, сколько не воспитывает уважение к закону. А раз он не работает, его всегда можно обойти. Поэтому коррупция – это форма обращения славянского традиционного общества с попыткой навязать ему западные формы управления. И все беды оттуда. Сообщество YouTube, вопросов очень много, ну давайте, как бы, да, вот все равно пишите, не вдруг повезет, да. Значит, Алексей, как вы можете объяснить, почему украинская свобода – это политика запретов для собственного населения? У нас нет другого пути. Спасибо, Александр, всем добра. Потому что это политика вранья. На декларациях пишется одно, а в реальности это прямо противоположное.
Вопрос от Евгения. Какова, по вашему мнению, судьба СЗЧшников в Украине и в России сейчас, и особенно после войны, которые остаются в стране и не хотят уезжать? Можно ли их оправдать и почему? Ведь они все-таки совершили преступление против воинской службы. Что бы вы им посоветовали, как суметь защититься? Как будет действовать Россия, я не знаю. Но думаю, что репрессивно. Хотя могут на радостях победы объявить и этот самый, и амнистию. А вот Украина будет к концу войны в таком состоянии, что и СЗЧшники в это будут меньшей проблемой, поверьте. Э, Так, пишу из Москвы. Слушать я Гордона, и же с ними досадно. Во что превращаются некогда популярные журналисты? Не верите, что это навсегда? Очень хочу домой в Одессу, с Украиной связана половина жизни. Когда же хоть какую-то дыру откроют на границе, чтобы не ездить через 3 страны? Вам, Алексей, большое спасибо за то, что пытаетесь думать о простых людских эмоциях и вопросах. Спасибо и вам. Ну, это вопрос эмоциональный, а не рациональный. Когда откроют и так далее, очень хочется. Это выплеск человека, который хочет побывать в Одессе. Я ему сочувствую, понимаю его. Да, и желаю, чтобы побывал. Но я не вижу здесь структуры для ответа. А, Ну, в любом случае надо открывать границы, какие-то пункты пересечения. Ну, опять-таки, Что значит в любом? Существующая модель в Украине идеологическая, да, землянка УПА, она не может быть про открытой границей, иначе все разбегутся. Какой человек ее в здравом уме будет защищать? Скажите, пожалуйста. Поэтому они вынуждены удерживать народ в заложниках и использовать их смерти и беды по своему усмотрению на алтарь своего молоха, который сжирает детей украинских, ради того, чтобы они, такие, как собравшиеся на похоронах Парубия, которые считают, что только они представляют Украину, и только они знают, как быть украинцем. Да, дальше розказували про те, як треба битися і бути схожим на справжніх націоналістів, таких як Шухевич і Бандера. мгм. Значить, вопрос. Питання до Олексія. Хто врятує Україну від долі зруйнованих війною країн, таких як Сирія, Лівія, Ірак? Армія, СБУ і ГУР? Ніхто не врятує. Армия, СБУ и ГУР – это просто исполнители в руках, механизмы, которые исполняют то решение политиков. Политики украинские губят Украину и приведут ее к гибели. В нынешнем виде она уже не существует. Скорее всего, левобережье будет захвачено в обозримые сроки. Никто не скажет, сколько конкретно. Левобережье Одесской области, Николаев, так или иначе, там в короткие сроки, там годы, можно сказать, будет потеряна Украина. Она останется ошметок, отрезанный от моря на правобережье, да, такое что-то очень... И что там будет происходить, я думаю, ничего хорошего не будет. Потому что там все античеловеческое отребье, которое захватило власть в Украине и взяла украинцев в заложников, там и сосредоточится. Поэтому участь Украины крайне печальна, спасти ее может только чудо. Значит, острый вопрос. Здравствуйте, Алексей. Вы работали в ГУР. У вас аналитический склад ума, имели знания, недоступные обывателям, спрогнозировали грядущую войну. Объясните, что вам мешало осознать, что профессиональные украинцы продали Украину как таран, создавая антироссию шаг за шагом? Башни превосходили ваше критическое мышление? Профессиональные украинцы не имели полноты власти. Более того, профессиональные украинцы проиграли Зеленскому в 2019 году, потому что он пришел на лозунгах, и за него проголосовало большинство избирателей на лозунгах как раз широкого украинского проекта, который я поддерживаю. А то, что Зеленский обманул людей, которые за него проголосовали, более того, начал их подавлять тоталитарным образом, играя в самого майданного майдановца и самого националистического националиста, у него же не было на лбу это написано. 19 год, весна, выборы Зеленского мы праздновали как победу над профессиональными украинцами. Потребовалось время, чтобы убедиться, что он врет. Для этого мне понадобилось поработать в его администрации, чтобы я понял, кто он и что. Возможно ли создание переходим к чатам, возможно ли создание на землях, которые сейчас называются Украина, аналога Швейцарии, многонациональное федеративное государство? Нет. То есть Швейцарии не будет у нас. Все эти возможности давно упущены.
Почему в России разводов больше 75%? Что не так с их моралью? Спрашивает возмущенный пользователь. Спрашивайте россиян об этом. Вопрос. А когда Арестович воевал, он за Украину воевал или за землянку УПА? Да, ни о какой землянке УПА речи не шло, когда я воевал. Речь шла о свободном государстве, где все говорили на том языке, на котором хотели, свободно высказывали мысли, более-менее и так далее. А эти подпрыгивающие товарищи, ну, всегда были маргинес. Помните, ни одна националистическая партия, кроме «Свободы», в парламент так и не прошла. Но «Свобода» прошла как спойлер партии регионов, которая растила из них специально. Очень долго себе пугала для своих избирателей. И только. А так даже 5% барьера никогда не брали. Все эти националисты всегда были смешными маргиналами. Андрей, Алексей, на днях я прочитал в украинских телеграм-каналах, что вы внебрачный сын Никиты Сергеевича Михалкова. Посты сейчас эти удалены. Ваше отношение к этим постам и кому это нужно? Никита Сергеевич Михалков – это великий режиссер и очень хороший актер. Гениальный, прямо скажем. Его политическую позицию я сейчас рассматривать не буду, но как режиссер он гениален. Вот. Поэтому хорошо, что он у нас есть. Хорошо, что есть его фильмы. Да, вот. А хорошо ли, если я был бы его внебрачным сыном, я еще не успел сообразить. Может быть, а может быть и нет. Но если так, Никита Сергеевич, а где мои роли в кино? Кстати, да. Кстати, да. Расскажите, пожалуйста, про худшую оппозицию, которую вы знали. Игорь спрашивает. Худшую оппозицию? Да. Оппозицию кому и где? Ну, я так понимаю, во власти. Все они плохие. Ну, худшие. Что, есть хорошая оппозиция или как? Ну, я так понимаю, не бездейственная, бесполезная, ненужная, то есть, или... Да, все они бесполезны, бездейственные, не нужны, абсолютно все. Что будет с тысячами пленных украинцев после войны, спрашивает Сергей. Смотря какие будут результаты войны. Никитер. После правления Зеленского украинцы больше не купятся на образ политика, спасителя, который все решит по справедливости. Или купятся? Купят. Ну, нужно нового растет вам. На днях Дубинский напомнил, что в 18-м говорил о наличии биолабораторий, создающих биооружие под патронажем США. Об этом сказал и профессор Дэйв Колум. А что известно по этому поводу вам? Анна интересуется. Ничего не известно, честно. Угу. Значит, чат Алексея Николаевича тоже несется. Спасибо вам большое, друзья, э, что ставите лайки. Это очень важно. Значит, что вы... Ну, опять вопросы поднимаются. Тут Дубинского вспомнили по поводу этих списков. Согласны ли вы, что списки, которые передали и озвучил на Полянский на Совбезе, да, на заседании, это вот какая-то новая политическая партия, которую хотят продать Кремлю под пророссийскую. На самом деле все там, скажем так, заряженные Зеленским люди. Я первый раз слышу. Как-то пропустил все это. Вопрос Шелесту. Что Алексей думает об Игоре Талькове? Спасибо. Никогда мне не нравился, честно, Тальков. Но в целом, так как глядя на него, на кадры его, я вижу, что человек хороший был. Без гнильцы. Алекс Воронин. Алексей, Зеленский клинический нарцисс? Если да, то как это повлияет на окончание войны? У Зеленского есть проблемы гораздо больше, чем нарциссизм. Это, прежде всего, пределы компетенции. И на окончании войны, и на судьбе Украины и украинского народа это скажется самым роковым образом, уже сказалось. Когда Россия закрывала шахты в Воркуте, то расселили жителей Воркуты по областным городам. Будет ли так расселять Славянск и Краматорск? Сережа спрашивает. Смотря в каком состоянии они будут захвачены.
Макс, смотря на встречу ШОС, Трампу стыдно, что он не в той команде, как вы думаете? Там Трампу страшно, я думаю. Значит, уважаемый Алексей, какова роль спецназа и ССО в современной войне в плане уничтожения живой силы врага? Чьи спецвойска сейчас эффективнее на поле боя, Украины или России? Минимально. Потому что большая война, вы же поймите, все, что имеет слово «специальный», это переводится «ненормальный». Ну, просто с 91 года по 2022 войны в основном были такие гибридные. Там силы специальных операций действительно носят ключевую роль. А в большой войне рулят крупные общевойсковые группировки. А спецназ остается вспомогательной силой, где-то там бегающий по щелям. Это исчезающий фактор, тем более, что спецназ – это всегда скрытное продвижение в тыл противника, решение там определенных задач. А при нынешней ситуативной, простите, осведомленности на поле боя в ближнем тылу, когда висят непрерывно беспилотники, прокрасться и что-то там сделать очень сложно. Поэтому в лучшем случае его используют как квалифицированную пехоту, либо там на направлениях действия, где еще можно попытаться это сделать. Для решения задач, которые решала в основном тактическая разведка в свое время. А, Ильяху спрашивает, может ли Украина стать как Израиль? Нет, никогда принципиально не может стать. Ольга, Совсем разные культуры. Ольга, пару лет назад обсуждался проект Триморье. Что с ним сейчас? Ничего, все эти проекты погасли давно уже. Потому что война изменила весь расклад. И каждые полгода войны меняется расклад снова и снова. И еще неоднократно сменится. Артур в одной из передач Шахназаров сказал, что русские — это единственная нация, которая развалила свою империю, СССР. Смогут ее обратно собрать, как вы думаете? Да, а когда турки, австрияки и немцы и британцы развалили свою империю, французы, вы не посчитали? Нет? И они ее сейчас собирают. И, судя по всему, в каком-то новом видео соберут. Вся эта история про то, что Россия ищет новую форму империи сейчас. Ну, я думаю, она ее найдет. Виктор, что ждет Венгрию? Кстати, еще одна бывшая империя. Будет ли она втянута в нашу войну? Скорее всего, нет, должны сложиться исключительные обстоятельства. Да и как она может быть втянута? При сохранении отсутствия политической преемственности, допустим, условно Орбан правит еще ближайшие 5 лет, то вариант может быть только один, если Украина будет приведена в состояние, когда ее начнут делить уже Венгрия и Польша вместе с Россией, Беларусь. Тогда да. А так как втянуто на российской стороне против Украины, нет, она государство ЕС и НАТО, оно так не сделает. М, Значит, где сейчас Савченко? Ну, вроде как воюет Юрий Анатольевич. Спасибо, что интересуетесь. Есть ли будущее у анархизма, учитывая, как все современные государства себя дискредитировали? Или у них еще большой кредит доверия? У кого? У государств? Да. Не знаю, у меня нет никакого кредита доверия государству. Но это очень устойчивая форма, которая, видите, это становится, как это отнюдь не спешит слинять с исторического плана, наоборот, только усиливается его роль. А вот анархизм никогда не был явлением, которое позволяет организовать большие массы людей. Это частный, очень специфический направление развития политической мысли и практики. И возможен только ситуация, которая сложилась там в России после 18 года, например, в бывшей Российской империи. Какое-то время. А где вы еще видели анархические сообщества? Хоть сколько-нибудь устойчивые. Если это не хиппи, которые тоже долго особо не прожили. Алексей, как вы относитесь к Фица, Орбану и Ле Пен? Ну, как, смотрю за тем, какие вопросы ставят и как они пытаются их решать. Я понимаю, что они преследуют свои интересы, так как они понимают интересы своих народов. Никакие страшные агентуры, я их особо российской не считаю. Вот. Сказать, что они суперудачливые политики, тоже нет. Но, да, какую-то часть своего народа они представляют, за него борются. Как к данности отношусь. Закревский. В Конституции Украины прописано, что территориальные вопросы решаются путем всеобщего референдума. Возможен ли такой референдум? И если да, как, по вашему мнению, проголосуют украинцы?
Это было бы лучшим решением, потому что позволяет разом закрыть все вопросы. Но украинцам навязывают определенное решение, вопреки их мнению, возможно. Крайние опросы показывают, что большинство украинцев за мир. Правда, шизофрения в том, что социально, что они против территориальных уступок, а это является условием мира, но тем не менее. Конституция, референдум, если бы его Зеленский провел, он мог бы ссылаться на его результаты и перед Путиным, и перед Трампом, а самое главное, сам перед собой. Перед народом он бы говорил: ребята, вы же сами проголосовали воевать, но тогда чего вы жалуетесь на ТЦК и там ужесточение закона? Он боится, потому что любой референдум покажет результаты абсолютно негативные для него и для политики, которую он проводит. Поэтому референдум это как это на миг приоткрыть вот эту декорацию картонную и показать реальность. Они этого боятся смертельно. Поэтому... А что покажет референдум, смотря кто и когда его будет проводить? Референдум сейчас – это одно, референдум в 27-м, когда будет захвачено, например, Николаевская, Одесская, возможно. Днепропетровская – это совсем другой референдум. И когда еще 300 тысяч погибнет. Интересный вопрос. Как жителю Юго-Востока определить свою идентификацию? Термин «русскоязычный украинец» уже использовать не хочется после нападок на нас и на наш родной русский язык. Самоидентификация – это то, что вы выбираете любую. Но я бы посмотрел, к какой традиции вы реально принадлежите. Вариантов не так много. Да, друзья, спасибо большое за то, что побывали на нашем эфире. 100 минут. Как пить дать, вот как дети в школу пошли, так и мы, собственно, прошли с вами. Благодарю за то, что подписывайтесь, ставите лайки, следите. И самое главное, слушайте и слышите, о чем мы говорим по понедельникам с Алексеем Арестовичем. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо. До встречи. Берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. И будем надеяться, что осень, все-таки осень принесет нам хоть какую-то надежду на мир. А она все равно будет. Проблески точно будут.